Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Недавно мы вместе с вами связали вот такие самые простые мужские носки, научились делать все необходимые расчеты и узнали все, что необходимо знать для вязания носков. Данное видео я решила разделить на части, и в этом ролике хочу показать вам, как я вязала вот такой ленточный мысок. Мы вместе с вами сделаем расчет длины ленточного мыска для того, чтобы связать носок нужной нам длины, чтобы носок сидел идеально на ноге. Провязала я необходимую длину носка и теперь буду формировать мысок. Как определить, с какого момента нужно делать убавки на мыске? Некоторые вязальщицы считают, что носок нужно вязать до тех пор, пока он не скроет мизинец на ноге. Это правило работает, но не всегда. У нас у всех разные длины пальцев, у кого-то пальцы длинные, у кого-то короткие. Мысок мы можем вязать по-разному. Можем вязать мысок ленточный или по спирали. Убавки на мыске мы можем делать по-разному. Можем делать убавки в каждом ряду через ряд. Или, например, как я делала убавки, часть убавок через ряд и часть убавок в каждом ряду. Я предпочитаю потратить пару минут, сделать все необходимые расчеты, нежели распускать мысок и вязать его заново. Перед тем, как приступить к расчету длины мыска, нам необходимо решить, как мы его будем вязать. Я вяжу ленточный мысок. На ленточку я оставила 4 петли и буду делать убавки с одной стороны и с другой стороны от ленточки. И когда я сделаю все убавки, у меня останутся только петли ленточки 4 петли и по одной петле, которые участвовали в убавках. Всего с одной стороны у меня будет 6 петель. И с другой стороны у меня также останется 6 петель. Всего 12 петель. Так как у меня сейчас на спицах 56 петель, в конце у меня останется 12 петель, значит всего я убавлю 44 петли. Так как убавки я делаю в ряду по 4, 2 убавки с одной стороны и 2 убавки с другой стороны, значит 44 петли я убавлю за 11 рядов. Но я решила, что я часть убавок буду делать в каждом ряду, а часть убавок через ряд. И сделаю 6 рядов без убавок. Провяжу 6 рядов без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А дальше буду вязать ряды с убавками. К 11 рядам с убавками я прибавляю 6 рядов без убавок и прибавляю еще один ряд на стягивание или на сшивание мыска. И у меня получится, что весь мысок я провяжу за 18 рядов. Далее мне нужно посчитать плотность своего вязания в рядах. Беру образец, прикладываю линейку, выбираю 10 сантиметров и считаю, сколько рядов у меня находится в 10 сантиметрах. Если вы ленитесь вязать образец, то плотность вязания в рядах вы можете померить уже по связанному носку. Прикладываем линеечку, выбираем 10 сантиметров и считаем, сколько рядов у нас в 10 сантиметрах. У меня получилось в 10 сантиметрах 33 ряда, значит плотность моего вязания 3,3 ряда в сантиметре. И далее мы легко определяем длину нашего мыска. 18 рядов мы делим на плотность вязания 3,3 ряда в сантиметре и получаем длину мыска 5,5 сантиметров. Вот, посмотрите, длина моего мыска ровно 5,5 сантиметров. Далее мы определяем, с какого же момента мы будем начинать формировать мысок. Длина стопы моего мужа 28 сантиметров. Я отнимаю длину мыска 5,5 сантиметров. И еще 1 сантиметр я отнимаю для того, чтобы носочек сидел плотнее по ноге. И у меня получается 21 сантиметр 5 миллиметров. И как только у меня длина носка составит 21 сантиметр 5 миллиметров, я начинаю вывязывать мысок. Вот посмотрите, ровно 21 сантиметр 5 миллиметров. И теперь я начинаю вывязывать мысок.
У меня сейчас на спицах 56 петель. Распределяем петли так, чтобы на каждой спице было одинаковое количество петель. У меня по 14 петель на каждой спице. И первую убавку будем делать вот в этом месте, там же, где мы делали первую убавку в клине подъема. Я повешу маркер, чтобы вам было более видно, где мы делаем первую убавку. Вот так. И первую убавку мы будем делать вот здесь. На ленточку мы оставляем 4 петли, 2 петли на одной спице и 2 петли на другой спице. И делаем убавку перед этими петлями и после этих петель. И первую убавку мы делаем вот с этой стороны, для того, чтобы убавки у нас были на одном уровне. Если вы первую убавку сделаете вот здесь, провяжете полный ряд и следующую убавку сделаете вот здесь, то у вас убавки будут на разном уровне. Это некрасиво, и лучше делать убавки на одном уровне. Поэтому первую убавку я сделаю здесь. Для этого я сейчас распущу эти 4 петли и начнем делать убавки на мыске. С этой стороны я буду делать убавку с наклоном влево. Вот так я люблю, чтобы выглядели убавки. С этой стороны убавки с наклоном влево, а с этой стороны убавки с наклоном вправо. Итак, провязываем 2 петли с наклоном влево. Для этого разворачиваем обе петли вот так левыми стеночками вперед и провязываем 2 петли вместе за задние стенки. 2 петли провязываем лицевыми, это петли ленточки. Переходим на вторую спицу. Здесь в начале провязываем 2 петли лицевыми, это петли ленточки. И следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Для этого обе петли провязываем вместе лицевой петлей вот так за передние стенки. Вот, мы сделали по одной убавке. Здесь одна убавка и здесь одна убавка. И вяжем далее петли до следующей стороны. Следующая убавка у нас будет вот здесь. Не довязываем 4 петли. С этой стороны также делаем убавку с наклоном влево. Для этого переворачиваем обе петли и провязываем их вместе лицевой петлей за задние стенки. Вот так. И 2 петли провязываем лицевыми, это петли ленточки. На второй спице первые 2 петли провязываем лицевыми петлями, это петли ленточки. И теперь делаем убавку с наклоном вправо. 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за передние стенки. Вот так. Итак, провязываем дальше до конца ряда и встретимся с вами вот в этом месте. Итак, первый ряд с убавками мы провязали. Следующий ряд вяжем без убавок. Значит, весь ряд провязываем лицевыми петлями. Дошли мы до нашего маркера, и теперь в третьем ряду мы снова делаем убавку. С этой стороны мы делаем убавку с наклоном влево, переворачиваем петли, провязываем их вместе лицевой петлей за заднюю стенку. И 2 петли провязываем лицевыми петлями. Вторую убавку мы сделали. С этой стороны также провязываем 2 лицевые петли.
И 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем вместе за передние стенки. Вторую убавку с этой стороны мы также сделали. Дальше вяжем лицевыми петлями до следующей убавки. С этой стороны также делаем вторую убавку с наклоном влево. Для этого переворачиваем 2 петли, вот так левыми стеночками вперед, и провязываем 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Вторую убавку с этой стороны мы сделали. 2 петли провязываем лицевыми петлями. И на второй спице делаем вторую убавку. 2 петли провязываем лицевыми петлями. И следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. Вот так. Вторую убавку мы здесь сделали. И следующий ряд вяжем без убавок. Итак, провязали мы 2 ряда с убавками и 2 ряда без убавок. Сейчас делаем третью убавку. Провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Переворачиваем обе петли левыми стеночками вперед и провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Третью убавку мы сделали. Провязываем 2 лицевые петли. На этой спице провязываем 2 лицевые петли. И здесь делаем третью убавку с наклоном вправо. Провязываем лицевой петлей за передние стенки. Вот так, третья убавочка у нас готова. Вяжем до следующей убавки. С этой стороны также провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые петли ленточки, и на второй спице провязываем 2 петли ленточки лицевыми петлями и 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот так, третью убавку мы сделали. И вяжем до нашего маркера. И вот что у нас получается. Я сделала 3 убавки. 1, 2, 3. Следующий ряд мы провязываем без убавок. И так нам еще необходимо провязать 3 убавки через ряд. Провяжите самостоятельно. Итак, провязала я 6 убавок через ряд. Вот так у меня получается. Видите, как выглядят убавки. Если вам нравится, чтобы у вас убавки выглядели в виде косички, то делайте убавки по-другому. С этой стороны с наклоном вправо, а с этой стороны с наклоном влево. Я уже снимала видео подробное про убавки с наклоном вправо и влево, как провязывать их 2 разными способами, а также показывала, как будут выглядеть убавки в зависимости от того, с какой стороны вы их провяжете. Я вам оставлю подсказку в правом верхнем углу на это видео, а также у меня на канале есть плейлист, называется «Носки». Там собраны все полезные видео по вязанию носков. Обязательно посмотрите. Итак, 6 убавок через ряд я сделала. Вот посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также 6 рядов провязала без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжите по кругу, делая убавки уже в каждом ряду. И провяжите эти ряды самостоятельно, пока у вас на спицах не останется 12 петель. Все убавки я сделала. Вот так у вас должно получиться.
У меня на спицах осталось 12 петель. На каждой спице по 3 петли. И теперь эти петли я просто стяну. Обратите внимание, где у меня нить. Вот здесь была сделана последняя убавка. И вот здесь у меня осталась ниточка. Я нить отрезаю, вставляю ее в иглу. И оставшиеся петли просто собираю на иглу. Вот так. Все петли я собрала на ниточку, хорошенько стягиваем. Вот так. Теперь иголочку продеваем прямо в центр и выворачиваем носок наизнанку. И чтобы хорошенько закрепить вот этот вот кружочек, мы еще один раз пройдем иголочкой вот так по петлям. Все, мы хорошенько закрепили нитки. Никуда у нас ничего не распустится. И теперь я просто прячу ниточку в полотно. Делаю один закрепительный узелочек. И ниточку прячу вот так вот в вязание. Все, наш носочек готов. Осталось только спрятать вот эту ниточку. И я вам покажу, как я прячу вот эту нить. Также вставляю ее в иголочку. И проходимся вот по этой косичке. Вот так иглой. Каждую косичку как бы наматываем на иглу. И в другую сторону. Вот так. Все. Ниточка никуда не денется. Мы ее просто обрезаем. Вот так. Все, и наш носочек готов. Итак, мы научились с вами вязать самые простые носки. Вяжите своим мужчинам носочки. Если вы хотите связать какие-то носки посложнее, то переходите ко мне на канал в плейлист носки, и вы найдете еще много интересного и полезного по вязанию носков.